Посмотрите, какие чудесные миндальные печенья я сегодня готовлю. Супер простой рецепт. А что можно ожидать от итальянцев? Они профессионалы в изобретении супер простых и супер вкусных блюд. Итак, нам понадобится 300 грамм миндальной муки, 300 грамм сахарной пудры и 3 яичных белка. Так как это миндальное печенье, хорошо бы добавить в него миндальный экстракт. Где-то пол чайной ложки будет достаточно. Если же у вас нет его, то ничего страшного, можете добавить обычный ванилин. Для начала я вам рекомендую обжарить миндальную муку на медленном огне минут 15. И время от времени перемешивайте деревянной лопаточкой. Прошло 15 минут и приступаем к замесу нашего теста. Добавляем 300 грамм сахарной пудры, перемешаем. Осталось добавить 3 белка от этих яиц и замесить тесто. Не забудьте добавить миндальный экстракт или же ванилин, то, что у вас есть. Можно это тесто замесить рукой, чтобы оно все равномерно, хорошенько перемешалось. Тесто получается вот такое липкое, но так и должно быть. На противень застелим пергаментную бумагу и начинаем формировать наши миндальные печенья. Так как это тесто липкое, и чтобы с ним легче было работать, нам понадобится обычная вода из-под крана. Вот так вот смачиваем наши руки. Затем берем маленький комочек теста и вот так вот хорошенько формируем кружочек вот такой. И кладем вот сюда. Сами смотрите по своему тесту, может быть, вода вам и не понадобится. Берем следующее и то же самое формируем вот такой круг. Размер печенья выбирайте сами. Можно дополнительно украсить эти печенья еще и целым миндалем. Берем миндаль и вот так вот боком мы сюда вот в серединку втискиваем. И чуть-чуть придавливаем это тесто со всех сторон. Внутри уже достаточно миндаля, поэтому сверху вот это миндаль только на любителя. Нравится вам еще миндаль? Добавляйте сверху, не нравится, обходитесь без него. Я буду делать эти печенья ряд с миндалем, ряд без миндаля. Но даже те, которые без миндаля дополнительного, тоже нужно вот так вот придавить немного, чтобы получилось как печенье, чтобы не был кружочек, а получилось вот такое равномерное печенье. Примерно около 1 сантиметра, даже чуть меньше толщиной должно быть. С дополнительным миндалем эти печенья будут для Франко. Франко обожает орехи, и поэтому даже наша дочка называет его белкой. Squirrel. Печенье готовы пойти в духовку. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут до получения светло-золотистой корочки. Кстати, если вам нравятся миндальные печенья более твердые, оставляйте минут на 20. А если более мягкие, то 15 минут должно быть достаточно. 20 минут я оставила свои печенюшки в духовке при температуре 180 градусов. Посмотрите, какие они золотистые. Перенесу на решетку, дам им остыть, и можно пробовать. Миндальные печенья готовы. Заварите чай и приятного вам аппетита. И, кстати, эти печенья с легкостью хранятся до 1 месяца. Но я уверена, что так долго они у вас не пролежат. Давайте посмотрим, как они изнутри выглядят. Посмотрите, как они чудесно изнутри выглядят. Обязательно попробуйте, это очень-очень вкусно. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.